Он давно ушел из большого спорта. В прошлом многократный чемпион, гордость сборной, человек, за поединками которого замирала страна. Его звали Алексей Ковалев, и когда-то его имя гремело на весь мир. Десятки боев, сотни раундов, тысячи ударов. Победы, поражения, овации. Но годы шли, тело сдавалось, а главное, сдавала голова. Сначала это были просто головные боли. Но потом к ним добавилась тревожная дрожь в пальцах, странное подергивание век, рассеянность. Мысли путались, словно клубок ниток, который кто-то дербанил грязными руками. Иногда он забывал, зачем вошел в комнату. Или не мог вспомнить имя давнего друга. Все чаще он ловил себя на ощущении полной растерянности. Именно тогда из глубин памяти всплыли слова его первого тренера, Сергея Игоревича, произнесенные в самом начале пути, когда Алексей только начинал тренироваться в подвале старой школы. «Ты пропустишь тысячи ударов, Леша, в голову, а потом, когда закончишь, мозг тебя подведет. И пожалеешь, очень пожалеешь, что выбрал этот путь». Тогда он рассмеялся в ответ. Молодой, дерзкий, полный амбиций. Все казалось вечным. Слава, деньги, сила. Глупо было бояться каких-то призрачных угроз будущего. Жизнь текла бурно. Деньги лились рекой. За спиной была команда, контракты, рекламные съемки. Остановиться? Ни за что. Он предпочел забыть. Или сделать вид, что забыл. А сейчас вспомнил. Вспомнил, сидя в огромном доме на окраине города, в полной тишине, окруженный мрамором, стеклом и золотыми смесителями. Все, что раньше казалось важным, стало пустым. Боль не отпускала. Часто он просыпался от собственного стона. Иногда терял сознание. Медики говорили, что это результат черепно-мозговых травм. Последствия, которые невозможно обратить. Однажды он очнулся на старой парковой скамейке неподалеку от виллы. Его голова лежала на мягком тяжелом теле. Большой серый кот устроился у него на затылке, словно подушкой. И, впервые за долгое время, боли не было. Так в его жизни появился кот, которого Алексей позже назвал Сенсей. Имя пришло само собой. В этом пушистом существе было что-то мудрое, старинное, почти человеческое. Сенсей остался. Он просто вошел в дом, как будто всегда здесь жил. Алексей даже не подумал прогонять его. Он устроил для него лежанку, но кот предпочитал спать рядом, на подушке. Когда наступала ночь, Алексей не пил снотворного. Сенсей укладывался на его грудь, и приходил сон. Если мучила боль, кот ложился на голову, и боль отступала. Домом занималась Вера, помощница, которая приходила дважды в неделю. Готовила, убиралась, приносила продукты. Ее работа давно вышла за рамки простой помощи по хозяйству. Она искренне переживала за Алексея, водила его по врачам, искала лучших неврологов, платила из своего кармана за консультации. Но все врачи говорили одно – процесс необратим. Алексей становился все более вялым, часто терял равновесие, речь становилась невнятной. И все же сенсей продолжал делать то, что не могли сделать врачи. Он просто был рядом. Вера обожала сенсея. «Он особенный», — говорила она, гладя кота. И действительно, в нем было что-то недокументируемое. Тепло, сила, надежда. Но однажды даже сенсей уже не справлялся. Алексей понял, пора ехать в Швейцарию, в ту самую дорогую клинику, куда раньше отправлялись спортсмены на реабилитацию. Он попросил Веру присматривать за сенсеем. Обещала, конечно. Но перед самой поездкой случилось нечто странное. Вернувшись с прогулки, Алексей увидел на диване большую беременную кошку, а рядом довольного сенсея, будто он только что завершил важное дело.
«Ну ты даешь, сенсей, подругу привел», — пробормотал Алексей, усмехнувшись. «И что теперь?» Сенсей посмотрел умоляюще. Он не мяукал, не двигался, просто смотрел. И взгляд этот был наполнен смыслом. «Ладно, позвоню Вере, пусть поможет». Но не успел. Ночью сенсей разбудил его. Громко, тревожно. Повел в гостиную. Кошка рожала прямо на ковре. Поздно было что-то предпринимать. Алексей, несмотря на дрожь в руках, принял роды у 5 котят. Он весь трясся. От страха, от волнения, от чего-то еще. Но все прошло. Он уснул утром, изможденный, а проснувшись, обнаружил маму-кошку и малышей рядом. Она мурлыкала, вылизывала детей. Увидев Алексея, взглянула мягко. Он улыбнулся. Впервые за месяцы. Потом подошел к зеркалу и заметил. Лицо больше не подергивается. Щека не дергается, глаз не дергается, а пальцы не дрожат. В тот день он не принял ни одной таблетки. С тех пор все изменилось. Он заботился о котятах, мама-кошка стала почти домашней, Вера приезжала чаще, помогала, смеялась, гладила котят, приносила им молоко. Она, казалось, сама изменилась. Смотрела на Алексея иначе. Не как на пациента, а как на человека. Он уехал в клинику, но вернулся раньше срока, потому что скучал, потому что хотел обратно. Дом ждал, сенсей ждал. И самое главное, жизнь ждала. Прошло несколько месяцев. Котята подросли, каждый был со своим характером. Один шкодничал, другой был тихонись, третий, словно копия сенсея. Алексей часто смеялся, а однажды понял, он больше не пьет лекарства, они просто больше не нужны. Вера переехала. Сначала временно, чтобы присматривать за малышами. Потом навсегда. Они не планировали влюбляться. Просто так вышло. И когда родилась их дочь, Алексей держал ее на руках, не веря, что все это реальность. Что он, разрушенный, списанный, сломанный, снова живет. Иногда приходили головные боли, но теперь редко и легко проходили. Он знал, что дело не в таблетках, дело в доме, в кошке, котятах, в дочери, в вере, в тишине, наполненной теплом. А сенсей? Он все так же ложился на грудь Алексею, когда тот плохо спал. Он следил за дочкой, играл с котятами, сидел на подоконнике, наблюдая закаты. Он все знал, все чувствовал. И Алексей знал. Не будь сенсея, не было бы всего этого. Не каждый находит в жизни свое спасение. Кому-то везет, кому-то нет. Но если вам вдруг повезло, держитесь за это. Потому что в этом мире есть вещи сильнее, чем любой диагноз. Это любовь, это привязанность, это живое тепло. А карьеру боксера лучше не выбирайте. Не у всех появится свой сенсей. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!